У украинских СМИ новая тема по поводу сепаратиста, который попросил ВКонтакте дать, цитирую, укроповские координаты. Мол, тогда не будем стрелять по населенным пунктам. Говорит, денег уже давали и все такое. В общем, тему понесли. И тема понеслась. Боевики жителям Донбасса. Дайте укроповские координаты, тогда не будем вслепую стрелять. Материал написан вот со ссылкой на газету «Сегодня». А газета сегодня в свою очередь написала статью по материалам комментариев ВКонтакте. Боевики жителям Донбасса, вы нам даже за деньги не помогаете. Этого достаточно для написания статьи. Ну и понеслась. Террорист ДНР пожаловался, что местные не сдают позиции. Боевики в истерике. Действительно, такой комментарий имел место быть ВКонтакте. Вот этот Дмитрий Калантаевский написал. Я пытался многих из ваших склонить к сотрудничеству. Та-да-та. Мне плевать, куда полетит законсервированная смерть. Когда-нибудь мир придет в ваше село, да, когда-нибудь кое-что придет к тебе. Комментарии по поводу ситуации на Донбассе он очень давно пишет ВКонтакте. В частности, он постоянно писал там под сводками Новороссии, так называемыми, и тому подобное. Сделаем то, что должны были сделать украинские журналисты. Прогуляемся к нему на страницу ВКонтакте. Что мы видим на фотографиях нашего героя? Студенческий строительный отряд. Сводки от ополчения. Я знаю этого чувака. Да, он всех знает. Вот эта фотография самая интересная. Люди с оружием. Ну, явно люди с оружием. И вот здесь я и медичка. Ну фиг его знает, Донбасс, наверное. Человек сидит у костра, греется. Это явно у него сводки о наступлениях в руках. Больше ничего интересного на стене нет. Какое-то пафосное говно. Продолжаем делать то, что должны были сделать, по идее, украинские журналисты. Пройдем на страницу вот этой вот организации, этого лагеря. 27 мая 2015 года. Наш герой. Это немножко не Донбасс. 27 мая. Наш боевой ополченец. Студенческий строительный отряд «Максимум», Республика Татарстан. Ну, разобрались. Как минимум 27 мая этого человека на Донбассе не было. Им там еще и не пахло. А камуфляжик его, это он в нем ходит просто. Ну, я связался с людьми, которые его знают. Они рассказывают о том, что он фантазер. Но мы же не будем на слово кому-то верить. Продолжаем заниматься тем, что должны были сделать украинские журналисты. Но вот эта фотка меня на самом деле смутила. Людей автоматы. Что-то здесь не так. Давайте кое-что сделаем. Мастер-класс. Демонстрирую, как это делается. Ну кто это? Да, это же наш героический герой. 21 ноября 2013 года. В Украине все тихо. Привет, герой. Ноябрь 13-го. Здравствуй, герой. Ноябрь 13-го. Чё ты, как оно, боец? Я знаю от товарищей вот этого вот козла, у него кличка Боцман, чтобы знали, а имя вроде бы как Муслим, что он собирался ехать на Донбасс. Если он сейчас на Донбассе, или же он это все выдумал от и до, я не знаю, потому что поэтому утверждать не могу. В любом случае, если этот человек вдруг окажется каким-то образом на Донбассе, я бы просил всех найти его и спросить у него, что же он такое творит и зачем же он обстреливает мирные населенные пункты. Если его нет на Донбассе, а он находится таки в Татарстане по-прежнему,
то я бы просил у жителей Татарстана спросить у него, зачем он делает такого рода вбросы, разжигающие ненависть. В любом случае, я думаю, уверен, что ему сейчас будет не сладко.